Степа, что ты делаешь в моем холодильнике? Ты хочешь кушать? Никита, ну ты же у нас по глобалкам, ну запиши ты этот обзор. О, Эй, ребят, с вами Тотори, и благодаря Александру Макалову и сервису Patreon, ссылка в описании, мы с вами заканчиваем сиквел нашего марафона Bubble разбором глобального события, кроссовера, я не знаю, как вы это назовете, от издательства отечественных комиксов. Время Ворона настало, эй. Признаться, я несколько раз переделывал этот текст, и на данный момент могу сказать следующее. Событие «Время Ворона» — это яркий пример того, что можно сотворить, отойдя от всех этих комедий уровня «гы» и колорита прокисшей солянки. Катков и Федотов взяли всю эту вселенную, неплохо так ее тряханули за грудки, и в итоге сейчас делают совершенно иной бабл. Вот уж не знаю, насколько там сильно вселенная, внутренняя лор поменялись после всех вот этих глобальных происшествий, но то, что комиксы стали выходить интереснее, это как факт. Но обо всем по порядку. Эта индустрия комиксов боится меня. Я видел его истинное лицо. Глобальные события — продолжение сточных канав, а канавы заполнены дерьмом. И когда наши нервы будут окончательно забиты, вся эта рисовка начнет перезапускать серии. Когда скопившаяся грязь криворуких рисунков и полуграмотных сценаристов вспенится до пояса, все шлюхи и бендис посмотрят наверх и возопят: «Спаси нас!» Ну а я прошепчу: читайте только хорошие комиксы. Роман, почему ты читаешь текст за наших обзорщиков? За что мы им платим? Но Женя! Что, но, Женя? Иди пиши глобалку! Настало время Ворона! Артём! Подход к созданию глобалки — объединить пусть даже малую часть серий в один глобальный кроссовер — это тоже не очень-то и просто. У нас тут разные герои, разные настроения, разные сеттинги. Мне кажется, выкрутились неплохо, но не везде. От Инока взяли предысторию появления персонажа, от Фурии злодеев и способ добраться до брони Кутха, от майора Грома Разумовского, потому что его тоже надо куда-то пришить. А от Бесобоя, ну там впервые появилась Сварджель, которую еще и списали с настоящей девушки, потому что конкурсы и все такое. Еще отдельно выпустили книжку со всеми предысториями, потом еще пролог, потом эпилог. Короче, в плане, так сказать, организации и подхода все вышло на ура. Каждая серия, задействованная в кроссовере, пытается пусть и не по смыслу, но по качеству хорошо себя презентовать, дабы незнакомый читатель смог взглянуть и заинтересоваться. Почти все художники выкладываются, в том числе в самом ивенте, если забежать немного вперед. Особенно меня Метеора в этом плане порадовала, вот уж там пейзажи, пусть и к событию пришито как собаке пятая нога. И да, действительно есть иногда определенная проблема с таинами, полностью их не читать нельзя, иногда можете действительно ничего не понять, потому как в основной серии не перескажут. Иногда все настолько левое, что зевнуть хочется. Вообще могу сказать так, это неплохо. Катков не зря какую-то руководящую должность занимает. Мужчина понял, как организовать всю эту многомесячную возню. Короче, Никит, смотри. Чё ты приехал, собственно? Там у Bubble, короче, настало время Ворона. Такое глобальное событие. Сейчас расскажу. У меня тут все записано. Сейчас расскажу, ты обомлеешь. Там столько всего. Вот. А потом Ворону вставляют палец в анус. Конец. Степан, я сижу здесь уже 4 дня. Я приехал снимать глобальный обзор. Когда мы будем это делать? Никита, глобальный обзор вышел на прошлой неделе. Пусть люди еще 2 года подождут. Работа сценаристов. Вот тут проблематично. Как и во всех остальных пунктах.
Отдам должное, Катков и Федотов достаточно плотно скрепили между собой все сеттинги своей вселенной. Отсюда у нас злобные корпорации, что объединяются с демонами, как пример. Даже диалоги прописали вполне себе неплохие. Персонажи типа Шмыга, которые должны, но не умеют в комик-релив, тут не так сильно козырят отсутствием юмора. Герои типа Грома, которые что-то уж совсем излишне страдают у себя в тайтле, тут немного простецкие, но не так все плохо, хотя это тема для отдельного пункта. Я пытаюсь сказать, что именно диалоги, какие-то сюжетные ходы в комиксе не так плохи, они, просто не сильно интересные. В этом проблема всей глобалки, как мне о чем-то возвышенно говорить, если тут попросту нет моментов «Вау!». Авторы делают обязательную программу любого такого ивента, давая экшена, лора, драмы, комедии, чутка совсем. Вот только это все именно что обязательная программа. Как бы еще понятнее выразиться, сценаристы умеют в схемы повествования, нарратива, переплетения персонажей, но это не является залогом хорошего художественного произведения. Намудрить действующих героев, связать их и не обосраться может почти каждый, привет русским фантастам, а вот интересно это все написать, тут уже проблема. Да, если сравнивать с иными сериями в том же Баббл, то проделанная работа видна, но это все еще не категория «буду всем советовать». Это что-то в духе меня уже не тянет бить рукой по лицу, а там его все нормально пойдет. Я читал это событие 3 раза, и каждый вызывал одну и ту же реакцию. Окей, обязательная программа отработана, но при нахождении нужных учебников сценаристов вы отыщете там графу «персонажи сломались, что же делать?». И извечную Deus Ex Machina, и каждый из тропов. Если хорошо помните глобалки той же большой двойки, то и вовсе сможете предугадывать следующие сцены. Это не копипаста, это схематичность или попросту дженерик. Приятно ли это читать? Да. Удивляет? Нет. В этом моменте мы должны были записать скетч про персонажей комиксов Баббл, но мы ничего не придумали. А теперь о персонажах. Персонажи. На мой взгляд, самое сложное в глобальном событии сделать так, чтобы каждый из героев не потерял свои индивидуальные черты. И вот здесь, мне кажется, это немножечко ушло. Во многом не столько из-за специфики контекста, сколько из-за авторов. Катков и Федотов сильно ограничили многообразие внутреннего мира главных действующих лиц. Где-то убрали похабщину, где-то отмели бесхарактерность, а где-то ее добавили. Логично, ведь не может же персонаж реагировать на такое глобальное мировое говно с привычным спектром эмоций. Нужно прописать новые. Вот только тут герои уже представляются нам иными. Инок перестает истерить, соглашается выполнять команды и умудряется не раскидывать везде слезки. Гром не столько сломленный утратой, сколько просто не имеет какой-то заинтересованности в происходящем. Делает все на автомате, выдает обычные фразочки чувака без способностей в пати, даже после эпичного эпизода бровью не ведет. Фурия из дворовой девки резко становится серьезной, с намеком на лидерские качества и вообще Black Widow. Без собой. Он появился, подрался, потом еще в иной форме подрался и все. Как на Данилу хер клали, так и продолжают. Суппортящий класс персонажей, а это как напарники, так и враги, либо остался без изменений, либо сведен до простецких клише. В духе Родригес, которая матерится не потому, что хочет, будто бы, а потому, что надо, а то читатель не признает. Увы, герои в ивенте получились набором триггеров, которые хотят и ждут, когда о них нажмется сюжет. Собственно, более ранние тезисы и подтвердились. Авторы знали, какие персонажи им нужны, вот только не знали, как с ними работать. Степан, зачем ты заставил меня надеть парик? Потому что ты, как рисунок в комиксе «Время Ворона». Красиво. Рисунок. Все молодцы, вот честно.
Впервые я действительно не знаю, как к чему докопаться. Да, могу до стилистики DeviantArt, но это пустое, когда технически все отлично реализовано. Заидова хорошо демонстрирует мимику персонажей, пафос сцен, а колорист в паре создает современные палитры, что не может не радовать. Ким тут выдает пусть и не свою вышку, но определенно очень качественный труд, как минимум с точки зрения пафосных, динамичных, но будто замедленных в слоумо кадров. Пластика, мимика, линии, покрас от напарника — все на высоте. Немного меня расстроил Безяев, во многом только потому, что где-то там в предыстории Артем выдал такой вкусный и сочный арт, что после я ждал какого-то иного уровня, но и не скажу, что тут как-то дико схалтурили. На это событие приятно смотреть, разнообразие художников не режет глаз, а именно что создает нужный тон в том месте, где иной художник взялся за свои обязанности. Отдельно отмечу Ким в тот момент на Бесобое, кажется, там тоже был очень сочный артец, а еще рекомендую хотя бы полистать Метеору. Не знаю, халтура ли это, но художник вытворяет что-то невероятного уровня со всеми этими начертательными штуками типа местных звезд смерти. Да, сразу видно. Над этим комиксом работали настоящие профессионалы. И Красная Фурия у нас получает сегодня стикер «Белка из 10». Ну, и на сегодня это, по-моему, последний комикс. Хотел еще также вам сказать, что на Патреоне собраны средства на «Бесобой убивает вселенную DC» от именитого автора этого десятилетия Брайана Майкла Бендиса. Ну а после этого эфира смотрите по сериалам от Степана, где он будет обсуждать «Кризис на земле Бабл» от телеканала Сидап. Счастливо, ребят! Мне кажется, я уже и так достаточно сказал, подведя итоги под каждым из пунктов, что были ранее. Поэтому давайте поговорим и подведем итоги не столько про эту глобалку, сколько про первый этап, период Bubble вообще. Это были долгие 5 месяцев и специфический для меня опыт создания подобных роликов. Я читал и перечитывал комиксы, про которые было тяжело писать, потому и вызывало интерес, такой, знаете ли, челлендж, смогу или нет. Тут уж сами решайте, получилось или провал. Меня радует, что у издательства есть определенный рост, и они не стоят на месте. Если несколько лет назад мы только и могли что хыкать над конторой с писанины Артема Габрилянова, то теперь ребята выросли, у них появились адекватные сценаристы, художники мало филонят, а внутри выпусков нас ждет не такой уж и плохой арт. Потихоньку из какого-то ширпотреба Bubble вымахали во вполне себе неплохую альтернативу издательствам типа Aftershock, только для тех, кто языка того у нас не знает. Я все еще не понимаю, можно ли вообще с серьезной мордой читать комиксы самого Артема, но с годами вокруг Габрилянова собралась неплохая компания, которая может не только в видеопродакшн, но самое главное в как минимум интересные комиксы. Что ж, ну а на этом все. Спасибо вам за то, что прошли вместе со мной этот путь ознакомления повторного с отечественными комиксами компании Bubble. Спасибо парням за то, что так потрясающе визуально украсили данную серию видео. Продолжение марафона Bubble подходит к своему логическому концу. Мы увидимся с вами уже в новом марафоне про одного ушастого детектива. Но об этом чуть подробнее и уже более развернуто в феврале на сервисе Patreon. Ссылка, естественно, в описании. Мне остается лишь сказать, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, чекайте иные ссылки в описании и, конечно же, читайте только хорошие комиксы.